Первый сезон игры в кальмара может показаться не особенно насыщенным компьютерной графикой, но на самом деле для создания этого антиутопического хита потребовалось больше спецэффектов, чем можно себе предположить. Актерскому составу и съемочной группе не приходилось беспокоиться о реальной угрозе жизни во время печально известной игры «Тише едешь, дальше будешь». Однако съемки этого эпизода все равно оказались непростым испытанием. Помимо основных актеров, на съемочной площадке находилось 300 статистов и 20 каскадеров, специализирующихся на боевых искусствах. Изначально сценарий предусматривал участие 1000 человек, но создатель сериала Хван Дон Хёк быстро осознал нереалистичность такого масштаба. Несмотря на то, что 300 человек значительно меньше первоначально задуманной 1000, постановка сцены все равно оказалась чрезвычайно сложной. Поскольку некоторые сцены насильственных смертей снимались в замедленном темпе, актерам было легко ошибиться в дубле, после чего приходилось начинать все сначала. Как вспоминал Хван в интервью Vanity Fair, на каждый неудачный дубль уходило от 20 до 30 минут, и нам приходилось заново наносить искусственную кровь. Всякий раз, когда это случалось, Хван переключался на съемку смерти другого персонажа в другой части площадки, пока команда очищала актера от бутафорской крови и возвращала его на позицию. При такой сложной организации съемочного процесса они не могли позволить себе терять ни минуты. Один конкретный кадр из серии «Тише едешь, дальше будешь» оказался особенно сложным для съемки. В момент, когда Али хватает Ки-хуна, чтобы удержать его от падения, актерам было крайне непросто сохранять неестественную позу. Это было практически невыполнимо физически. Более того, страховочная проволока неестественно задирала рубашку Ли Джон Дже, поэтому команде по спецэффектам пришлось не только удалить проволоку на этапе постпродакшена, но и скорректировать форму одежды Ки-хуна. В противном случае наличие страховки было бы слишком очевидным. Многие локации в игре кальмара были построены в реальность. Съемочная группа создавала все, начиная от двухъярусных кроватей и заканчивая ареной для игры в шарики. Тем не менее, без компьютерной графики все же не обошлось. Специалисты по VFX использовали цифровые технологии для увеличения масштаба съемочных площадок. На этапе постпродакшена была проделана масштабная работа с компьютерной графикой для соединения различных пространств и создания локаций, которые невозможно было воплотить в реальности. Например, фон комнаты для перетягивания каната был изменен с помощью CGI, чтобы помещение выглядело более похожим на пещеру, чем оно было изначально. Команда построила настоящие платформы для перетягивания каната, но актеры находились недалеко от земли, кроме отдельных сцен, где персонажей затягивало за край площадки. Аналогичным образом, хотя съемочная группа построила часть комнаты со всеми лестницами, они использовали компьютерную графику для расширения пространства и создания иллюзии бесконечной спиральной лестницы, уходящей глубоко под землю. Нарисованный фон арены «Тише едешь, дальше будешь» на самом деле является компьютерной графикой, что может показаться странным, учитывая возможность его физического создания. Почему же команда VFX решила использовать синий экран вместо обычных декораций? Причина проста. Хван Дон Хёк еще не принял окончательного решения по дизайну, когда создавались декорации, поэтому компьютерная графика давала возможность внести изменения позже. Изначально Хван хотел сделать стены арены более яркими, однако руководитель визуальных эффектов Джон Дже Хун предложил иную концепцию. Как он объяснил в интервью The Visual Effects Society, мы решили создать своеобразную буферную зону для первого эпизода, поскольку если сразу сделать все слишком красочным и броским, зрители могли бы воспринять это как нечто несерьезное. Дже Хун также провел параллель с фильмом «Шоу Трумана», где искусственный мир выглядит почти реальным, но все же сохраняет едва уловимую неестественность. В итоге Хван остановился на дизайне, который был достаточно реалистичным, чтобы казаться правдоподобным, но при этом достаточно искусственным, чтобы вызывать у зрителей чувство тревоги. Игровые арены не были единственными декорациями, созданными с помощью VFX. Окружающая среда за пределами игр также требовала цифровой обработки. Например, знаменитый вид острова сверху в конце первого эпизода выглядел бы совершенно иначе без визуальных эффектов. Огромная арена с раздвижной крышей на самом деле снималась на небольшом участке земли с парой складских помещений. Все остальное было добавлено с помощью компьютерной графики. Аналогично сцена, где автомобили съезжают с парома и въезжают на остров. Не такая, какой кажется. Как пояснил Чон Джин Хун, хотя зрители думают, что съемки проходили на настоящем острове, на самом деле это была обычная локация в материковой части Южной Кореи. В этом месте, не имеющем выхода к морю, съемочная группа использовала существующий водоем, а затем добавила все остальное с помощью компьютерной графики. И как ни удивительно, весь аэропорт в финале сезона тоже компьютерная графика.
Изначально планировалось снимать эту сцену в реальном аэропорту, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, это оказалось невозможным, поэтому все снималось в студии, а затем с помощью CGI превращалось в аэропорт. Для Хван Дон Хёка безопасность актеров и съемочной группы была первостепенной задачей, поэтому во время съемок сцен выбывания проблемных игроков он предпринял дополнительные меры предосторожности в эпизодах с применением оружия. В некоторых случаях даже звуки выстрелов были не настоящими, хотя Хван снимал отдельные сцены смертей с реалистичными звуковыми эффектами выстрелов. В других случаях он просто кричал. Каждый раз, когда он это делал, Ли Джон Джей и другие актеры вздрагивали так же естественно, как если бы слышали настоящий выстрел. Вероятно, любой на их месте отреагировал бы так же. Сцена перетягивания каната в игре кальмара была настолько изнурительной, что актерам приходилось делать перерывы между дублями. Некоторые отдыхали, опираясь на короткие желтые перила на краю платформы. У Ли Джон Дже был небольшой табурет, который он подтягивал к себе в перерывах. Большинство актеров сошлись во мнении, что этот эпизод оказался самым сложным для съемок. Во время работы над ним актеры фактически соревновались со специальной машиной для перетягивания каната. Как объяснила Ли Юми в интервью The Swan, мы действительно использовали все свои силы, сражаясь с машиной, а не с группой людей. Поэтому, как бы мы ни старались, победить было невозможно. Вероятно, зрителям будет интересно узнать, что большая часть состязания «Стеклянный мост» снималась невысоко над землей. Съемочная площадка находилась на высоте всего 1,5 метров от пола. Это позволило команде снимать кадры из-под стеклянного моста, а также инсценировать падение персонажей. На закулисных кадрах видно, как одна из участниц прыгает на место, где должна быть стеклянная панель, но вместо нее там находится платформа, которую позже убрали с помощью VFX. Платформа плавно опускалась, как только актриса переносила на нее свой вес. После падения она приседала, чтобы ее тело не попадало в кадр. Несмотря на то, что в реальности мост находился не так высоко, как в финальной версии, актерам все равно удалось создать убедительную картину. Неудивительно, что даже такая относительно безопасная конструкция напугала некоторых участников шоу. Впрочем, не все сцены игры в кальмара снимались с комфортной высоты. Для нескольких кадров из серии «Стеклянный мост» использовалась отдельная съемочная площадка, расположенная на высоте примерно 6 метров над землей. Позже команда VFX объединила обе локации в цифровом формате. На закулисных кадрах можно увидеть, как Мин Йо и Док Су поднимают на страховочных ремнях, а игрок, разбирающийся в стекле, падает с моста. Даже при нахождении в безопасности монтажной комнаты эти кадры вызывали головокружение у редактора Нам Найона. Чтобы передать весь масштаб и драматизм игры, съемочная группа также построила третью площадку, специально для съемок тел выбывших участников на полу. Для создания незабываемой сцены взрыва стеклянного моста команда игры в кальмара использовала замедленную съемку с помощью камеры Phantom, способной записывать со скоростью 3000 кадров в секунду. Из-за этого актерам приходилось быть предельно точными в своих движениях. Слишком ранний поворот головы мог нарушить временную синхронизацию. Между дублями один из членов съемочной группы делал аккуратные надрезы на рукаве формы Чон Хо Йон, создавая иллюзию порезов от осколков стекла. Что касается самого стекла, все начиналось с практического эффекта. Актеров обсыпали частицами, имитирующими осколки. После этого им нужно было правдоподобно стряхивать эти частицы с волос. Разумеется, основная часть взрыва моста снималась отдельно. Сначала команда визуальных эффектов пыталась снять это вживую, но результат их не удовлетворил, поэтому они решили использовать компьютерную графику. Как рассказал в интервью The Visual Effects Society супервайзер Кан Мун Джун, многие считают, что компьютерная графика никогда не может быть лучше реальных съемок. Однако для этого эпизода CGI оказалась даже более эффективной, чем практические эффекты. Это не означает, что работа была простой. Команде пришлось удалять и заменять отражения в каждом осколке стекла. Одним из самых напряженных эпизодов игры в кальмара стало финальное противостояние между Ки-хуном и Сан-У. Его снимали в той же локации, что и игру «Тише едешь, дальше будешь», но декорации существенно отличались. Освещение было более пасмурным, а съемочная группа использовала разбрызгиватели для имитации сильного дождя. Члены команды были одеты в дождевики и защищали оборудование водонепроницаемыми чехлами. Актерам же пришлось гораздо сложнее. Им предстояло снимать напряженную сцену драки, будучи насквозь промокшими, в то время как на улице стоял сильный мороз. Как вспоминал Ли Джон Дже в интервью Entertainment Weekly, съемки проходили зимой, когда было очень холодно. Я помню, как мы снимали эту сцену около 4 дней под искусственным дождем, что было невероятно тяжело как эмоционально, так и физически. Даже некоторые из самых обычных кадров в игре кальмара выглядели бы совершенно иначе без специальных эффектов.
Например, потолки большинства арен были добавлены в цифровом формате после съемок. На Красной арене стены съемочной площадки были чуть выше синего экрана, из-за чего они отбрасывали тени на землю, которые не соответствовали бы финальной полностью отредактированной сцене. Поэтому команде VFX пришлось цифровым способом удалять некоторые тени. Съемка гигантской копилки с призовыми деньгами, вопреки ожиданиям, оказалась сложной задачей. Команда создала настоящую копилку, но вскоре столкнулась с проблемой. Оргстекло оказалось настолько светоотражающим, что в свете прожекторов было практически невозможно разглядеть деньги внутри. В результате было принято решение создать компьютерную версию копилки. Все эти элементы компьютерной графики, вероятно, остались незамеченными большинством зрителей, что полностью соответствовало замыслу создателя игры в кальмара. Как отметил Кан Мун Джун в интервью The Visual Effects Society, команда VFX и режиссер Хван стремились к тому, чтобы компьютерная графика была настолько незаметной, что зрители даже не задумывались о ее присутствии в кадре.